Доброе утро, с вами Тори-чан. У нас сегодня пятница, рабочий день, но я и Изами немного устали каждый день работать из дома, потому что мы работаем на удаленке, скажем так, каждый день в одной и той же комнате. Поэтому сегодня мы решили немного разнообразить наш рабочий день и поехать в коворкинг. К счастью, в Фукуоке их очень много, и некоторые даже находятся близко к природе, поэтому поехали с нами. Let's go! Самое классное, что произошло после нашего переезда из Токио в Фукуоку, это наш work-life balance превратился в life-work balance. Благодаря компактности города и его близкого расположения к природе, очень удобно выезжать в такие короткие поездки даже посреди рабочей недели. Всего 20 минут на машине, и городской пейзаж меняется на вот такие горы. Ну и как можно удержаться не поехать в горы, когда такая хорошая погода, солнечная? Сейчас мы приехали на гору Абураяма, которая находится всего лишь в 20 минутах на машине из центра города Фукуока. И Вика, ты же сказала, что вы едете работать в коворкинг. Почему вы на гору забрались? Дело в том, что здесь, кроме горы и прекрасной природы, также есть несколько мест, где можно поработать. Абураяма находится в черте города Фукуока, и это любимое место местных для прогулок с детьми, пикников и легкой физической активности. Когда вот так смотришь на Фукуоку сверху, видно, что город очень компактный, и горы, где мы сейчас находимся, очень близко расположены. В хорошую погоду мы часто здесь гуляем по лесу и вдоль рек. Даже без специального оснащения на вершину горы можно забраться примерно за 1 час, что идеально подходит для людей, как я, кто любит прогулки по природе, но не особо спортивные. А также здесь есть коворкинг – общественный офис в середине леса, где можно работать с шикарным видом на осенние пейзажи. Когда мы работали в Токио, мы даже не мечтали, что такое место может быть в 20 минутах на машине от дома. Но сегодня мы решили пойти поработать не в коворкинг, а в более расслабленной атмосфере Старбакса. Потому что да, это Япония, и тут даже на вершине горы есть Starbucks. Для начала мы идем поработать в Starbucks. О, сейчас как раз уже сезонные осенние напитки с японской сладкой картошкой, бататом. Японцы очень любят работать и учиться в кафе, в особенности в Старбаксе и Макдональдсе, поэтому в центре города даже в будние дни кафе заполнены людьми. Но здесь, на вершине горы, особенно в будни, как сегодня, очень мало людей и можно спокойно поработать. Wi-Fi есть, но нет ни одной розетки, так что если нужно много часов работать за компьютером, то коворкинг все же лучше. Но сегодня пятница, поэтому на вторую половину дня у нас немного другие планы. Люди вот так вот с более серьезным оснащением также в горы забираются, они просто приехали в Starbucks поработать, как мы. Поэтому здесь можно по-разному отдыхать. Здесь также вот так вот можно, как это называется, прыгать, спускаться через лес. Я бы не смогла. У нас сейчас обеденный перерыв, поэтому мы решили переместиться вон туда. Это наш отель на сегодня, где мы остановимся. Потому что здесь, кроме фермы, ресторана и Старбакса, также есть небольшой отель, куда мы давно хотели поехать. Сегодня мы остановимся в отеле от Snow Peak, японского знаменитого бренда вещей и одежды для кемпинга. Поэтому это не просто отель, а гламурный кемпинг – глэмпинг. И глэмпинг в Японии очень популярен, что неудивительно. Мне тоже больше нравится такой кемпинг со всеми удобствами и красивыми пейзажами. И первым делом чек-ин и welcome drink. Обратите внимание на японский сервис. Обычно персонал всегда вот так садится, чтобы их взгляд был ниже или на уровне гостей. Это считается проявлением уважения и хорошего сервиса. Сейчас мы едем в нашу виллу, и вот так вот нам персонал показывает, куда нужно ехать. Прикольно. И вокруг много разных видов других тентов и коттеджей, где можно остановиться. Вот в таком месте мы сегодня остановимся. Это вилла на вершине горы Абураяма с невероятным видом на город Фукуока. Идемте внутрь. Здесь нужно при входе сразу снять обувь,
потому что мы в Японии здесь всегда обувь снимают. И хоть мы и зашли внутрь номера, смотрите, мы словно все еще на улице, потому что здесь вот такой великолепный вид на горы, на город Фукуока. И здесь с этой стороны 2 комнаты, где можно остановиться, поэтому здесь может максимум 4 человека остановиться в этом номере. И рядом еще одна спальня, словно в пещере. Я себе уже представляю, как классно утром просыпаться с вот таким невероятным пейзажем. А с другой стороны находится кухня. Изуми уже работает, потому что мы не успели доделать всю нашу работу утром, к сожалению. Но здесь тоже можно вот так вот посидеть, поработать. Кухня очень просторная. Можно все эти стеклянные двери открыть, и вы словно на улице находитесь. И здесь вот такое открытое пространство, где находится сауна, ради которой мы и приехали, потому что мы огромные фанаты сауны, и нет ничего лучше, чем расслабиться в сауне с таким великолепным видом на горы Фукуоки. Особенно в этом отеле меня поразило внимание к деталям интерьера, материалам и тому, как они вписали архитектуру в природу и стилистику фермы рядом. Экстерьер виллы мне напоминает горные вершины, а интерьер – пещеру, сделанную в земляных и бордовых оттенках, как и ферма, где мы были этим утром. Если честно, мне не верится, что это место находится настолько близко к городу Фукуока. Такое ощущение, что мы находимся за границей, где-то в горном ретрите, с абсолютно всеми удобствами. И также здесь все включено, all-inclusive, что большая редкость для Японии. Все в этом холодильнике входит в стоимость отеля. Вино, шампанское, пиво, вода. Чиллаут – это в Японии популярная вещь. Пить после сауны. Сейчас мы идем готовить кофе, как мастер-класс по приготовлению кофе на природе. Во время этого мастер-класса можно опробовать разные приспособления и походную посуду от Snow Peak, потому что нет ничего лучше свежеперемолотого кофе с горным пейзажем. И хоть это и начало осени, все еще довольно жарко, поэтому мы сделали кофе со льдом. В Японии это один из самых популярных летних напитков. Коровки домой возвращаются. Кроме нашей виллы, здесь также есть 2 других вида номеров, которые нам сейчас покажут, поэтому идемте со мной. Для тех, кто хочет насладиться более диким кемпингом, есть также вот такие тенты. Здесь тоже нужно снять обувь перед входом. Поскольку это глэмпинг, здесь, конечно же, не совсем дикие условия, а вот так вот тоже есть кровати. Здесь тоже вот так вот есть кофе и кофемолка, а также местный чай. Для тентов есть общий душ и туалет, который здесь находится. Классно, мне кажется, в тенте тоже очень прикольно, что можно целых 6 человек. Вариант немного поменьше размером, чем наша вилла. Это вот такой коттедж. Тоже смотрится невероятно красиво архитектура. Разделена на 2 такие вот части. Идемте внутрь. Здесь тоже открывается очень красивый вид на город Фукуока. Но немного по-другому сделан лейаут. Здесь находится холодная ванна, сауна. Этот коттедж меньше площадью, чем вилла, но очень хорошо продуман, поэтому здесь есть все необходимое, даже вот такой диванчик и маленькая кухонька. А вид, который открывается из окна у кровати, невероятный.
Изми все еще работает, но я уже закончила свой рабочий день на сегодня, поэтому вот так вот чилю и отдыхаю с красивым видом. Самое любимое время — время ужина. Изми, мой шигото終わったね.忙しかったね, 今日は. У нас сегодня награда «Великолепный ужин». これミシュランシェフが作った晩ご飯らしいよ。すごくない？なんかね、フレンチ料理とちょっと日本料理ミックス。いただきましょう。お待たせ。いや、素晴らしい。あとは休むだけだ。最高。Верхом гламурности этого кемпинга был вот такой ужин, который мы совершенно не ожидали, и его разработал японский шеф-повар, который специализируется в французской кухне, и у него даже есть ресторан в Париже с 1 звездой Мишлен. А это домашний сыр, который сделали здесь на ферме. Те коровки постарались. У нас сегодня на ужин целый курс, но поскольку это не просто отель, а глэмпинг, мы будем половину еды сами готовить. Изуми, суконо хако на нака ниね、ちょっとИзумиが気に入るものが入ってます。Вау! Ник. Мясо, креветки королевские и аваби мы будем потом сами жарить. いいんじゃないですか。ちょうどいいグランピングだよね。グランピング。なんかすごいおしゃれというか豪華だよね。あとちょっと最後の一手間だけキャンプやっていいですよ。ギリギリまで用意してくれる。ね、贅沢です。キャンプ。スパークリングワインとクラフトチューブ、九州レモン。Кроме ужина и завтрака, в стоимость отеля также входит неограниченное количество напитков, поэтому нужно быть осторожными. Но это очень здорово для тех, кто хочет попробовать разные виды японских напитков с местными фруктами, местные вина, саке и даже пиво. Сейчас Изуми будет жарить мясо. Урещённый. Я то нику таберерю. Вау! レアがいいんですか？うん、そのぐらいでいいんですか？すごい、私がしっかりでお願いします。Кто давно на этом канале, знает, что дома мясо мы не едим, поэтому Изуми такой довольный. Он только в ресторанах может мясо есть. Френчи. Изуми дорвался до мяса. 肉はмясоって言うんだよね。мясо. Миязаки мясо. よかったね。超レア。После ужина наконец-то настало время сауны, и Изуми этого очень сильно ждал, потому что мы огромные фанаты. И, конечно, в Японии популярны горячие источники онсен, но сауна популярна не меньше. Я уже думала пойти в сауну голичком, но, к счастью, здесь есть вот такая одежда, что вроде специального купальника, поэтому пойду в этом. И даже вот такая шляпа для сауны есть. Мне кажется, я похожа на китайский гриб. О, いいね。Хорошо. わあ、めっちゃいい景色、ここから。やばいね。После ужина хочу немножко прогуляться, потому что вечером просто превосходно. Луна, звезды. Кимучи. Цузушине. Нам дали вот такие фонарики, которые тоже фирма Snow Peak делает. Они такие милые, словно светлячки.
И самое главное, ради чего мы хотели остановиться в этом месте, это ночной пейзаж Фукуоки, который открывается с этой горы. Сугой! Хоррор. Хоррор митай. Не верится, что мы сегодня будем спать вот с таким вот прекрасным видом из окна. Я готова здесь жить реально. Доброе утро, мы хорошо выспались. Сейчас где-то 6 утра. Сейчас я проснулась и смотрю, Изуми нет, а он в сауне снова. Утренняя сауна тоже хорошо. Сегодня тоже великолепная погода, солнечно, еще не слишком жарко, сейчас, наверное, где-то плюс 26. И мы идем на завтрак сейчас. На завтрак у нас вот такая французская кухня. Я лично впервые такое блюдо вижу, но смотрится хорошо. Местное молоко. После чекаута из отеля мы пришли снова на ферму сюда, потому что Изуми очень хочет подоить коров. Тот мочи чишибори штайка. Здесь есть разные виды экспириенсов, можно доить коров, также можно делать масло, пиццу готовить из домашнего сыра, на лошадях кататься. Но поскольку Изуми никогда не доил коров, мы решили, что это лучшее, что мы можем сегодня опробовать. Чичишибори као милкинг. Ва, кёо мо тенки сугой не, эхон митай. ね、なんか海外みたいだね。Природа, горы, коровки. Точно не Япония. Японцы пришли доить коров. 手をパーにしていただくと、親指と人差し指で当たりを挟んでいただいて、あと順番に握る。絞る。おお。ああ、すごい。すごいシンプルに出る。絞りたて？絞りたて。Ну что ж, время возвращаться назад в Фукуоку. И я постоянно хочу сказать, что время возвращаться в город, но по факту эта гора Абараяма, это тоже часть города Фукуока, поэтому... Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Ссылка на эту гору и ферму, которая находится здесь, а также прекрасный отель, я оставлю в описании этого видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!